Смотрим первое фото. Это гидроэлектростанция «Белый уголь» в городе Ессентуки, одна из старейших небольших гидроэлектростанций Российской империи. Смотрим второе фото. Дворец Царицына до его реконструкции. Можно это фото назвать «Демоны повеселились». Третье фото. Это Тамбовская ГЭС, одна из первых, а скорее всего первая в мире. Проект 1863 года. Мы имеем очень мало реально сохранившихся тепловых и гидроэлектростанций, построенных на территории Российской империи до 1917 года. Смотрим четвертое фото. Московская тепловая станция работала до февраля 1917 года. Типовой проект был сделан в 1891 году. Было построено 27 таких электростанций по всей стране. На пятом фото Московская городская электростанция, которая обеспечивала электричеством железнодорожные станции и депо. Начато строительство в 1912 году, закончено в 1915 году. На шестом фото типовой проект электростанции Всероссийского акционерного общества электрического снабжения. Это частная организация, проект типовой. Образец проекта создан в 1881 году, построено не менее 20 станций этого типа. А вот на седьмом фото оригинальный проект первой Самарской электростанции 1879 года. Построено было в Поволжье не менее 40 таких электростанций. Разработку и ввод в эксплуатацию этих электростанций обеспечивали высококлассные специалисты. На восьмом фото Георгиевская электростанция в Москве, 1887 год. Тоже типовой широко распространенный проект. Всего за период с 1917 по 1928 год, когда Троцкий покинул страну, на территории Российской империи было взорвано более 5000 объектов, которые занимались электроснабжением страны. Фото 9. Так называемая трамвайная электростанция в Петербурге, 1880 год, обеспечивала электропитанием 11% всех трамвайных линий северной столицы. Десятое фото. Машинный зал, электростанция в Москве. Мы видим прекрасное, отлично работающее оборудование. Могу заметить, что некоторые такие машины работают и по сей день. На 11-м фото трамвайная электростанция Москвы, 1879 год. Станция была самой крупной из 14 трамвайных электростанций Москвы в 1885 году. Я подчеркиваю, из 14 трамвайных электростанций. Смотрим 12-е фото. Электростанция в городе Курск. Типовой проект для снабжения электричеством жилого сектора города. Как видите, лапотная Россия. Все дома, даже в таких же провинциальных городах, как Курск, были полностью обеспечены электроэнергией, имели электрическое освещение, электрические плиты и многие имели электрическое отопление. На 13-м фото Красноярская электростанция, вполне себе приличная электростанция. Хорошо работала, снабжала город электроэнергией. Фото 14. Это электростанция в городе Оренбург. Фото 1901 года. Как мы видим, во всех городах Российской империи есть свои действующие, находящиеся в хорошем состоянии и в красивых зданиях электростанции. А вот на этом фото электростанция в том самом Царском селе, пока ее не взорвали по личному указанию мистера Троцкого, он же Бронштейна. Электростанцию так и не восстановили. На 16-м фото мы видим Харьковскую электрическую станцию, построенную в 1882 году. Обратите внимание, на многих фотографиях видны столбы линии электропередач. Посмотрите на их форму и как они сделаны. 17-е фото. Электростанция Биби-Эйбате, город Баку. Типовой проект. Построено было до 1899 года 83 электростанции. Как видим, в Российской империи электроэнергией обеспечивались все государства, которые сегодня считают, что они были колонизированы Российской империей. 18-е фото. Инженеры и конструкторы акционерного общества Вестингаус к фото 30-летию существования общества. Этим обществом было создано 38 оригинальных проектов типовых газовых электростанций в России и 18 типовых проектов электростанций, работающих на угле. 19-е фото. Мы видим фотографию оригинального письма должнику за пользование электрическим освещением. Должник этот, скорее всего, какое-то периодическое издание.
Смотрим на 20-е фото. Здание электростанции в городе Ставрополе. На 21-м фото здание электростанции в городе Пенза. Обратите внимание, какие красивые, похожие на музей здания этих электростанций. Смотрим 22-е фото. Вообще архитектурный шедевр. Городская электростанция в городе Вятка. Построена в 1903 году. Эта дата четко видна на трубе. Смотрим следующее фото. Первая городская электростанция города Барнаул. Фотография сделана в 1901 году. Все очень хорошо, куда ни сунься в любой уголок империи. Смотрим на фото 24. Городская электростанция города Александровска. Небольшой такой город был, как нам говорят, буквально 5 домов. Только почему-то там работали очень мощные заводы, которые якобы потом были заново построены. Теперь по быту в области электричества. На фото электросчетчик очень неплохо выглядит, правда? Это электросчетчик 1880 года. Фото номер 26. Электроплиты с духовыми шкафами. Серийное производство в России началось в 1900 году, потом прекратилось. К 1923 году вся страна сидела на керосинках. Продолжаем смотреть и дивиться технической отсталости Российской империи. Первый электрический трамвай, 1881 год. Фирмы и товарищество Siemens, патент Санкт-Петербург, 1878 год. Где сегодня находится фирма Siemens, господа? И что нам рассказывают о ее создании? Смотрим на 29-й снимок и видим каталог образцов, выпускаемых в империи электрических телеграфов. Каталог 1870 года. На 30-й картинке лампа электрического накаливания великого русского инженера-электрика Ладыгина. Первые образцы были изобретены и показаны в 1874 году. Это экспонат с выставки русской электротехники в городе Мадриде. О самой выставке все свидетельства уничтожены, так как потом все внедрялось по новым патентам уже после революции в Европе, а в основном в Соединенных Штатах Америки. 31 фото. Изображен первый в мире электрический омнибус русского инженера Романова. Наверное, русский инженер Романов снял лапти, взял берестяные грамоты и нарисовал омнибус, а потом некий джин ему его изготовил по его приказу. На фото номер 32 Обуховский сталелитейный завод, минный цех, 1913 год. Производство торпед для российских эсминцев. А таких эсминцев в Российской империи было очень и очень много, более 300. Идем далее и смотрим еще одно фото. Производство деталей и подшипников для военно-морского флота империи. Завод тот в Нижнем Новгороде. Если этот завод еще сохранился, он находился на улице Баррикадной. Это уже после революции улицу назвали Баррикадная. Крупнейший в мире сахарный завод в городе Сумы. Завод полностью функционировал, выдавал огромное количество сахара, экспортируемого в Европу с 1884 года. Интересно, а сегодня в городе Сумы этот завод по производству сахара работает? На 35-м фото прокатный станд для производства корабельной стали. Вот город Владивосток, 1891 год, трамвай, архитектура – все это электрифицировано. Как мы видим, город выглядит просто прекрасно. На этом фото мы видим первый в мире серийный тяжелый бомбардировщик С-22 Илья Муромец, разработчик Сикорский. Во время Первой мировой войны было выпущено 87 таких летательных аппаратов. Нижний Новгород. Всемирная выставка 1896 года. Художественно-промышленный отдел. Как мы видим, красиво, чисто, все электрифицировано. И главное, все сделано на уровне, который сегодня в оформлении выставок никому и не снился. Трехорудийная башня линкора первого класса «Полтава». Башня на фотографии 1912 года, еще до спуска этого линкора на воду. Вы, наверное, слышали про нержавеющую сталь старейшего корабля, спасателя подводных лодок «Коммуна» при спуске на воду Волхов. Современные ученые не могут понять, как получалась такая качественная сталь. Технология якобы утрачена и выдвигают гениальную гипотезу, что сталь помещали на несколько лет в болото, где сталь пропитывалась дебильными веществами. По легенде, перед постройкой судна сталь для него полгода вымачивали в Пинских болотах Белоруссии. На самом деле секрет вечной корабельной стали в Российской империи разгадан. Сталь делалась с помощью индукции, о чем нам сообщил подписчик несколько лет назад. Работаю на предприятии, занимаюсь ремонтом и обслуживанием установок ТВЧ и не только. Может, подскажу чего, если есть вопросы?
У нас есть ТВЧ-установки ламповые, полупроводниковые и есть даже машинного типа, технологии позапрошлого века. Если кто не в курсе, ТВЧ — это установки, которые позволяют плавить металл токами высокой частоты, то есть не углем и не газом, а с помощью электричества. Нас заинтересовала ТВЧ-установка машинного типа. Как написал подписчик, технология позапрошлого столетия, то есть 19 века. Мы задали вопрос, что из себя представляет установка машинного типа и каков принцип ее работы. Вот что ответил подписчик. Двигатель крутит генератор. Генератор с большим количеством полюсов возбуждения. В итоге получается частота 2,5–8000 Гц. Сравнительно невысокая, но металл плавится. Если греется тигель, то и расплавится то, что в тигле. Также сталь продувалась кислородом, о чем стало известно с помощью анализа микрошлифа в лаборатории. Образцы исследовались на кафедре физики Алтайского технического университета имени Ползунова. Вот такие результаты исследования мы получили от профессора, доктора физико-математических наук. Первый образец. Болт из старинного агрегата. Структура стали ферритная. Перлит отсутствует, что свидетельствует о том, что сталь малоуглеродистая с содержанием углерода около 0,1% или даже меньше. Нетипичным является применение мягкой низкоуглеродистой стали к крепежным деталям. Надо сказать, такого чистого железа я еще не встречал. Очень трудно эту сталь раздобыть. Например, для лабораторных работ студентам мы используем сталь СТ-20 с 0,2% углерода. Если учитывать старинные технологии, то это достаточно трудно, нужно конверторное производство. В 1933-1936 годах с подачи и под руководством инженера Мозгового на киевском заводе «Большевик» были проведены, по-видимому, первые в мировой практике плавки с применением кислородной продувки. Параллельно шли опыты в Германии и Австрии. Как доезжало сливочное масло летом в Европу? Дело в том, что на международной промышленной выставке в Париже в 1900 году Россия представила электрические холодильники от небольших до огромных, высотой с двухэтажный дом, а также вагоны-рефрижераторы. Об этой выставке поговорим в следующих выпусках. Куда все это делось, смотрите на канале автора New Right Channel по ссылке в описании. В качестве продолжения темы предлагаю посмотреть видео про упоминание электричества в литературе XVIII-XIX века. Итак, приступим. Сперва будет цитата из текста, далее фамилия, имя, отчество автора и дата написания. «Зато ли Ломоносова близ его поставим, что преследовал электрической силе в ее действиях, что не отвращен был от исследования о ней, видя силою ее учителя своего пораженного смертно. Ломоносов умел производить электрическую силу». Радищев. Путешествие из Петербурга в Москву. 1790 год. Следующий фрагмент. У лукоморья электротехническое устройство с обмоткой из меди. Ток непрерывно течет по цепи. Когда устройство работает, оно гудит. Александр Пушкин. Руслан и Людмила. 1820 год. Следующий фрагмент. Описывается дом в провинции. Посреди комнаты стояла большая электрическая машина. Погода была так сыра, что электрическая машина вовсе не действовала. «Электрическая машина», — повторил с удивлением Сурской. Загоскин, Рославлев или Русский в 1812 году. Роман написан в 1831 году. Следующий фрагмент. Как электрический удар, слово «новик» поразило Кропотова. Лажечников. Последний новик. Том 1. 1833 год. Следующий фрагмент. В мутных глазах ее изображалось совершенное отсутствие мысли. Смотря на нее, можно было бы подумать, что качание страшной старухи происходило не от ее воли, но по действию скрытого гальванизма, явления, связанного с действием электрического тока. Пушкин. Пиковая дама. 1834 год. Следующий фрагмент. Как дурень с писаной торбой, носился он повсюду, в свое время, с газом, пароходством, электрическим освещением, кометой и прочим. Григорович. Скучные люди. 1845 год. Следующий фрагмент.
Оно похоже на электрический толчок, чувствуемый цепью людей, когда извлекается искра из Лейденской батареи. Аксаков. Записки ружейного охотника Оренбургской губернии, 1852 год. Следующий фрагмент. Случалось впоследствии, и то изредка, что Петр Васильевич спросит вдруг Бориса Андреевича, например, о том, что, дескать, за вещь электрический телеграф. Тургенев. Два приятеля, 1853 год. Следующий фрагмент. Не было ни железных дорог, ни речного пароходства, ни электрических телеграфов, ни газового освещения, ни акционерных компаний. Не говорили печатно ни о капитале и кредите, ни об администрации и магистратуре, ни о правительственных и общественных реформах и переворотах, совершавшихся в Европе в последние полвека. Добролюбов. Литературные мелочи прошлого года, 1859 год. Следующий фрагмент. У отца была славная лошадь, неутомимая и злая. Ее звали Электрик. Кроме него на ней никто ездить не мог. У меня был вороненький косматый конек, крепкий на ноги и довольно резвый. Правда, ему приходилось скакать во все лопатки, когда Электрик шел полной рысью, но я все-таки не отставал. Тургенев. Первая любовь, 1860 год. Следующий фрагмент. Я шел и торопился домой. Слова Маслобоева слишком меня поразили. Мне бог знает, что приходило в голову. Как нарочно, дома меня ожидало одно происшествие, которое меня потрясло, как удар электрической машины. Достоевский. Униженные и оскорбленные, 1861 год. Следующий фрагмент. Они входят в дом. Опять такой же громаднейший, великолепный зал. Вечер в полном своем просторе и веселье. Прошло уж 3 часа после заката солнца. Самая пора веселья. Как ярко освещен зал. Чем же? Нигде не видно ни канделябров, ни люстр. Ах, вот что! В куполе зала большая площадка из матового стекла. Через нее льется свет. Конечно, такой он и должен быть. Совершенно как солнечный, белый, яркий и мягкий. Ну да, это электрическое освещение. Николай Гаврилович Чернышевский «Что делать?» 1863 годы. Помимо электричества автор упоминает еще что-то интересное. Такой же хрустальный громадный дом, но колонны его белые. Они потому из алюминия, говорит старшая сестра, что здесь ведь очень тепло. Белое меньше разгорячается на солнце, что несколько дороже чугуна, но по-здешнему удобнее. Давайте узнаем официальную информацию про алюминий. До развития широкомасштабного промышленного электролитического способа получения алюминия из глинозема этот металл был дороже золота. Промышленный способ получения металла электролизом расплава алюминий-2О3 в криолите разработали в 1886 году. Следующий фрагмент. Вдруг, как будто электрический ток пробежал по всему существу Наташи. Толстой. «Война и мир», том 4, 1873 год. Следующий фрагмент. Описывается дом с огромным аквариумом на берегу моря. Вдруг поток ослепительного света заставил его на мгновение закрыть глаза, и когда он открыл их, то не узнал аквария. Кудряшов в 2 местах зажег электрические фонари. Свет их проходил сквозь массу голубоватой воды, кишащую рыбами и другими животными. Всеволод Михайлович Гаршин. Встреча, 1879 год. Следующий фрагмент. Квартирка ее находилась в бельэтаже одного из 2 громадных домов, построенных по петербургскому типу, образующих целый переулок между Петровкой и Неглинным проездом. Нижние этажи чуть ли не 6-этажных громад были заняты роскошными магазинами. Из огромных зеркальных окон, которых лились по вечерам ослепительные потоки света, мостовая и тротуары в проезде между домами были сделаны из тогда только что входившего в моду асфальта, и, кроме газовых фонарей, в проезде поставлены были электрические фонари по системе Яблочкова. Нечего и говорить, что дома эти были снабжены всеми удобствами – подъемными машинами, лифтами, электрическими звонками, проведенными водою и газом, освещавшим десятки шикарных подъездов. Гейнце. В тени адвокатуры. 1884 год. Следующий фрагмент. Шумная улица многолюдной столицы, голубой свет электрических фонарей. Она стоит у роскошного отеля и смотрит в окна. А там, сквозь зеркальные стекла, видны кружащиеся в вальсе пары.
Гелеровский, «Трущобные люди», 1887 год. Следующий фрагмент. Я люблю математику вообще, как единственную чистую науку, которая по самой природе не допускает лени. А затем наш век – век по преимуществу техники. Ни юрист, ни воин, ни философ перестроит весь строй нашей жизни, а техник. Да, в этом задача нашего века, и я хочу деятельно участвовать в ее разрешении. Будущая всеобщая история уже приготавливается в мастерских, выковывается под паровым молотом, блестит яркой звездочкой в электрическом фонаре и скоро полетит по воздуху. Да, здесь бьется главный пульс, и здесь центр жизни. «Мамин сибиряк. Черты из жизни Пепка», 1894 год. Следующий фрагмент. Раздался звон, зашипели колеса, поезд пролетел по улице, мелькнул в полосе электрического света около аптеки, а затем потонул в темноте. Короленко. Без языка. 1895 год. Следующий фрагмент. От электрического света, громкой музыки, запаха пудры и от того, что встречные дамы смотрели на него, его мутило. Чехов. 3 года. 1895 год. Следующий фрагмент. Кое-где, едва прорезавшись сквозь стеклянный купол, лучи зимнего солнца ложатся слабыми пятнами на малиновый бархат и позолоту ложь. Они играют на матовых стеклах электрических фонарей и скользят по стали турников и трапеций там, на страшной высоте, где перепутались машины и веревки. Куприн. Олес. 1897 год. Следующий фрагмент. По мере того, как он шел по залитому электрическим светом Невскому проспекту, его мысли постепенно приходили в должный порядок. Гейнце. Тайна любви. 1897 год. Следующий фрагмент. Вставали все по звонку в 5 часов утра. Одновременно с первым звонком появлялся и электрический свет в камере. Конечно, в то время года, когда в 5 часов еще темно. Гейнце. Самозванец. 1898 год. Следующий фрагмент. Электрическая лампочка потухла. Секунду краснела ее тонкая проволочка, а потом стало темно. Андреев. Первый гонорар. 1900 год. Следующий фрагмент. Скучаев нажал пуговку электрического звонка около висящей лампы. Сологуб. Мелкий бес. 1902 год. Следующий фрагмент. Наши поэты уже не витают более в империях. Они спустились на землю, они с нами в ногу идут под строгий механический марш музыкального завода. Их лира, утренний шорох электрических зубных щеток и грозный треск искр в машине благодетеля. Замятин. Мы. 1920 год. Комментарий по данному фрагменту. Новое, хорошо забытое старое. Электрическая зубная щетка упоминается в 1920 году. Даже не знаю, нужны ли мои комментарии по данным фрагментам. Предлагаю зрителям обсудить данные фрагменты под видео. В самый конец видео я вынес упоминание электричества без привязки к каким-либо устройствам. Ни одно приветствие не удерживало ее на пути, и 100 любопытных глаз, озиравших с головы до ног незнакомую красавицу, вызвали краску на нежные щеки ее. Глаза покрылись какой-то электрической влагой. Лермонтов. Княгиня Леговская. 1836 год. Следующий фрагмент. Последнее произнесенное слово должно произвести электрическое потрясение на всех разом вдруг. Вся группа должна переменить положение в один миг ока. Гоголь. Ревизор. 1835 год. Следующий фрагмент. Сверх того, письма его были проникнуты горячей любовью к славе русского оружия, а потому действовали на всех нас электрически. Аксаков. Воспоминания. 1856 год. Следующий фрагмент. Нисколько не позволяя себе судить, на своем ли он был месте, я скажу только, что в Москве и в других внутренних губерниях России, в которых мне случилось в то время быть, все были обрадованы назначением Шишкова и что писанные им манифесты действовали электрически на целую Русь. Аксаков. Воспоминания об Александре Семеновиче Шишкове. 1857 год. Оцените видео по достоинству, делитесь этим видео с друзьями, вам это ничего не стоит, а я пойму, что мои исследования прошлого хоть кому-то интересны. Подписывайтесь на канал, на этом все, до новых встреч, пока. «Зачем я еду?» – спрашивал я себя. «Что меня ожидает там?»
Знакомые, от которых я уже уехал, одиночество, ресторанные обеды, шум, электрическое освещение, от которого у меня глаза болят. Куда и зачем я еду? Зачем я еду? Чехов, жена, 1891 год.